Друзья, всем привет! Как я уже говорил, что по украинским беженцам, особенно по денежному пособию Bürgergeld, которое они получают в Германии, возникает и будет еще возникать очень много разных вопросов и обсуждений, дискуссий и предложений от разных политических сил, от разных чиновников. Будут предлагать там того лишить и так далее. И вот в этом видео появилось новое предложение уже от представителей партии АФД. Значит, и оно тоже касается украинских беженцев, которые находятся в Германии, и денежного пособия Bürgergeld. И в этом видео я вам донесу, что же они предлагают. А предлагают они, в принципе, ничего нового. Повторяют то, что они еще заявляли осенью 2024 года. Поэтому, друзья, кому это интересная информация, смотрите это видео до конца. Обязательно подпишитесь на канал, и вы будете разбираться, что к чему. Итак, как заявляют представители партии АФД Германии, интеграция украинских беженцев в Германии на рынок труда остается, по сути, как они говорят, красивой сказкой. То есть она, по сути, провалилась, они об этом говорят. Но они это, видите, так красиво, красивая сказка. Это желание немецкого общества и политиков, но это не является реальностью. Была введена министром труда Германии программа по ускоренной интеграции, по ускоренному трудоустройству украинских беженцев и беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Специальная программа, называлась она Job Turbo. Она была лично анонсирована, введение ее анонсировано было министром труда Хубертусом Хайлем Германии. Значит, согласно этой программы, за полгода, как рассчитывалось, должны были устроиться на рынок немецкого труда 200 тысяч беженцев из стран Африки и Ближнего Востока и 200 тысяч украинских беженцев. Но прошел отчетный, скажем так, период, прошло там, по-моему, 9 месяцев. И что показала эта программа, что по этой программе было устроено всего, по-моему, там 36 или 46 тысяч украинских беженцев. И все тогда сказали, что эта программа провалилась. Правительство запускало программу Job Turbo, чтобы ускорить интеграцию на рынок труда. Но это не сработало. И начали же, конечно же, кричать оппозиционные партии. И первой из них была альтернатива для Германии. И сейчас представители партии АФД, они как бы спрашивают, вот они такое закидывают в публичное пространство. Всегда рассматривается тот вопрос, как думают политики, Но это мнение политиков, оно зачастую расходится с мнением населения. Политики немецкие, чиновники думают в одном русле, а население, которое ежедневно сталкивается с украинскими беженцами, думают совсем по-другому. Почему? Потому что украинские беженцы в бытовых моментах, в жизни, они сталкиваются как раз таки с обычными гражданами Германии. И от поведения украинских беженцев, конечно же, население понимает, что кто это такие, как они себя ведут и так далее. И это как и хорошая сторона, так это и плохая сторона. Понимаете? То есть не всегда это плохо. Соответственно, у немецкого населения они видят, что многие там ходят по улице, многие не работают, многие ездят в Украину, многие там ездят отдыхать, в то время как немцы работают. И это, конечно же, не нравится. Плюс к тому же еще видят то, что живут в частных домах, за которые тоже оплачивает немецкое государство, по сути, из кармана немецких налогоплательщиков. Это не мои слова, об этом говорят представители партии АФД. Когда запускалась эта программа Job Turbo, то правительство рассказывало, и министр труда Германии рассказывал, что это будет быстро очень. С помощью этой программы, будет очень большое количество граждан Украины трудоустроено на немецкий рынок труда. Но это не только граждан Украины касается, что они быстро начнут работать, что вначале будут работать, потом будут учить язык там параллельно и так далее. И что это принесет пользу и, соответственно, будет приносить доход в экономику Германии. Но на самом деле немецкое население видит совсем другое, и видит то, что эта Job Turbo, она абсолютно не помогла. Последние данные говорят
о следующем, что по последнему отчету Института исследования рынка труда на сегодняшний день уровень занятости среди украинских беженцев составляет 31,7%. Но это информация на ноябрь 2024 года. На март 2025 года появилась информация, там было тоже одно исследование, всего лишь одно, где заявили исследователи, что, как они там посчитали, да, что примерно 40% граждан Украины уже устроились на немецкий рынок труда. Но это только одно исследование. Официальные все ведомства и учреждения государственной Германии, значит, везде в своих отчетах у них фигурирует цифра в 32% трудоустроенных украинских беженцев на немецкий рынок труда. Из них уровень безработицы составляет 42% из украинских беженцев. 59% получают денежное пособие Бюргергельд. Конечно же, представители партии АФД сравнивают Германию, да, с трудоустройством украинских беженцев в Германии с трудоустройством украинских беженцев в Нидерландах. Там работает почти 60% граждан Украины, которые находятся по временной защите. А в Германии меньше трети. Ну, 1/3, можно так сказать. Рене Спрингер, депутат от АФД, прямо заявляет: даже так называемый Джоб Турбо оказался пустым звуком. Федеральное правительство потерпело неудачу в своем намерении быстро трудоустроить украинских военных беженцев. Менее трети из них заняты, в то время как в Нидерландах этот показатель составляет почти 60%. То, что 3 из 5 украинцев в Германии получают Бюргергельд, ясно показывает, кто оплачивает счета за эту идеологически мотивированную политику. Оплачивает счета немецкий налогоплательщик. Фракция АФД требует прекратить фиктивные решения и вернуться к реалистичной миграционной политике. Интеграция начинается с четких правил, ясных ожиданий и честной оценки. Вот так сказал представитель партии АФД. АФД в своей программе требует прекратить выплаты Бюргергельд украинским беженцам и вернуться к реалистичной миграционной политике, как они говорят, с четкими правилами и четкой оценкой ситуации. Предложение парламентской группы, официальное предложение АФД парламентской группы, значит, по прекращению выплат украинским беженцам денежного пособия Бюргергельд еще было озвучено и сформировано 25 октября 2024 года. Значит, кроме этого, этот политик из АФД у себя на Фейсбуке тоже опубликовал пост. Виноваты рамочные условия и законодательство. Вы не сможете поддерживать весь мир, тем более до конца света. Это хищение денег налогоплательщиков должно прекратиться желательно еще вчера. Есть ли еще какая-либо страна на земле, которая щедро предоставляет социальную помощь иностранцам, он имеет в виду Бюргергельд, которые никогда не платили взносы в местную социальную систему? Между тем, я понимаю многих молодых людей в этой стране, которые больше не хотят зарабатывать на жизнь для незнакомцев, то есть для иностранцев, и вынуждены сами заботиться о себе в финансовом отношении. Не давайте им ни цента больше, они ездят на дорогих машинах, им следует продать их и жить на эти деньги. Понимаете, да? То есть вот четко бьет на запрос, на сегодняшний запрос, который уже сформирован немецким обществом. Он, этот депутат, представитель партии АФД, он четко бьет вот этим постом в Фейсбуке, четко бьет на то, что хотят и что видят немцы. По последним исследованиям, они были проведены в 2024 году, там, по-моему, осенью, да, больше 65% немецкого населения вот поддерживаются именно вот такой мысли, что да, они не говорят, что надо отменить, если АФД требует вообще отмену пособия, да, то есть не должны получать. Это касается, кстати, не только украинских беженцев, они требуют, чтобы вообще беженцы, те иностранцы, которые просят защиту у Германии, вообще не получали денег, да, надо помогать, вопросов нет, но должны помогать еда, кров над головой и постель, и медицина, все. Вот этот минимум, то есть никаких денег не платить, понимаете, вот это позиция АФД. То были проведены исследования, и там спрашивали, считаете вы ли правильно, что украинцы получают денежное пособие Бюргергельд, или надо его заменить. И там
немецкое население, более 65% заявило, да, что да, мы считаем, что это несправедливо по отношению к нам, к работающим и к тем, даже безработным, которые сейчас получают в данный момент бюргергельд. Но мы работали 20 лет в Германии. Причем тут украинцы приехали, иностранцы вообще приехали, им сразу дали социальные права. Нет, они говорят, давайте мы отменять им полностью не будем, мы не согласны с позицией АФД, да, но их надо приравнять в денежных пособиях к просителям убежища из стран Африки и Ближнего Востока. Вот такая позиция у немецкого населения, понимаете? То есть тоже более 65% не согласны, что украинские беженцы получают денежное пособие бюргергельд. Но в то же время, еще раз повторюсь, они не хотят, чтобы их лишили вообще каких-либо пособий. Они говорят просто нет. Денежное пособие бюргергельд уберем, пусть получают денежное пособие обычного беженца. Вот такая ситуация. То есть я к чему веду, друзья? Веду к тому, что вот с этой позицией, да, АФД очень много согласных депутатов, политических сил, да, из других, скажем так, партий. Они придерживаются такой позиции. Ну, кто-то придерживается тоже позиции, что надо вообще отменить, да, и давать только кровь, еду и кровать там, да, и одежду. Вот, кто-то говорит, что нет. Значит, надо отменить бюргергельд, но, значит, надо их приравнять к азилянтам из стран Африки и Ближнего Востока. И это, кстати, тоже также это предлагает сделать и Мерц. То есть вот я думаю, что будет сформирована коалиция, как он сказал, до начала Пасхи, то есть до 20 апреля. Вот. И посмотрим, с мая месяца мы будем уже понимать, мы будем уже видеть конкретные предложения, конкретные шаги, да, новой коалиции по реализации, скажем так, этого проекта. Но то, что будут изменения, ну я в этом практически, друзья, не сомневаюсь. Как они будут касаться украинских беженцев, отменят им, не отменят. Может, старые будут дальше получать, новым отменят. Но я думаю, что будут какие-то по поводу выплат социальных пособий для украинских беженцев будут кардинальные изменения. И произойдут они как раз таки, вот я думаю, летом 2025 года. И как раз таки будут они касаться именно безработных украинских беженцев. Те, кто работает, даже АФД к ним никаких претензий не имеет. Вот почитайте предвыборную там, значит, программу АФД, они никаких претензий не имеют. Если ты работаешь, вопросов нет, оставайся. Они даже говорят это и о беженцах из стран Африки и Ближнего Востока. Пожалуйста, если человек работает, сам себя обеспечивает, да ради бога, пусть остается. Все, нет проблем, они никого не собираются выгонять. Они хотят просто, чтобы люди, иностранцы, которые просят защиту, вообще не получали денег. Понимаете? Ну, не получать денег, но чтобы государство оказывало помощь в виде, там, скажем так, в натуре, да, там, едой, одеждой, жильем, там, и так далее. Но денег не должны они получать. Ну, вот такая позиция. Но я думаю, что это не пройдет. Я думаю, что, скорее всего, будет вот как предлагает Мерц. То есть, скорее всего, просто бюргергельд уберут и будут получать денежное пособие, как получают беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. А это, ну, там, плюс-минус на 100, на 110 евро меньше. Вот и все. То есть в этом плане пособие будет урезано. Но опять же, друзья, к тем, кто еще без работы, к тем, кто собирается, то есть вы устраиваетесь на работу однозначно, значит, и тоже не сидите, да, сложа руки. То есть те, кто хочет перейти на другие параграфы, те, кто не хочет возвращаться в Украину, тоже думайте об этом, готовьте документы. Я уже в своих видео рассказывал, еще раз повторюсь. То есть вы должны иметь на руках, когда будет дата X, скажем так, когда вы должны будете подавать документы в миграционную службу на смену параграфа, у вас должны быть все документы на руках. Сейчас тоже куча вопросов все равно продолжают задавать, а какие и так далее. Если вам интересно, что за документы, очередной раз оставляю свою электронную почту. Вот вы ее видите на экране. Пишите, Роман, мне нужен список документов, я вам этот список вышлю, там будут инструкции, что, как и так далее. И сколько это все стоит. Вы сами разберетесь, если вас все устроит, я вам перезвоню, там вы мне напишите, я вам перезвоню и расскажу, как это все будет происходить. Друзья, у меня к вам вопрос. Что думаете вы по этой теме? Как вы думаете, будут все-таки изменения, значит, касаемые выплат социальных для украинских беженцев в 2025 году? Или все-таки эта тема вот будут говорить, и это все затянется и будет дальше так продолжаться? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.